Пара, Эмма и Ричард, прожила в браке более 25 лет. Их отношения всегда основывались на доверии, любви и взаимопонимании. Они вместе пережили множество радостей и трудностей, и, казалось, ничто не могло подорвать их связь. Однако однажды Ричард столкнулся с неожиданным открытием, которое поставило под сомнение все, что они строили вместе. Однажды, проверяя свои финансы, Ричард заметил, что на их общем банковском счете исчезло довольно значительное количество денег. Сначала он подумал, что это ошибка, но вскоре обнаружил, что деньги были сняты Эммой. Внутри него разгорелись тревога и недоумение. Почему она не сказала ему об этом? Зачем ей были нужны эти деньги? Ричард не мог понять, что происходит, и это беспокойство стало его преследовать. Когда он попытался обсудить ситуацию с Эммой, она уклонилась от разговора. Она выглядела расстроенной и не хотела объяснять свои действия. Это лишь усилило его подозрения. Ричард чувствовал себя преданным и обманутым. Он начал подозревать, что у Эммы может быть роман. Эти мысли терзали его, и он понимал, что должен выяснить правду. Не в силах сдержать свои эмоции, Ричард решил проследить за Эммой. Он ждал, пока она выйдет из дома, и последовал за ней. Эмма направилась в город и встретилась с мужчиной, которого Ричард никогда не видел. Они обнялись, и в этот момент сердце Ричарда сжалось от боли. Он не знал, что делать. Внутри него бушевали эмоции, гнев, предательство, ревность. Он не мог оставаться в стороне и, не раздумывая, ворвался в поезд, чтобы застать их врасплох. Когда он вышел на следующей станции, его ожидала неожиданная сцена. Эмма и ее спутник не направились в какое-то уединенное место, а вошли в художественную галерею. Ричард, полон недоумения, последовал за ними, не понимая, что он увидит. Внутри галереи он увидел, как Эмма с энтузиазмом объясняет мужчине, что она потратила деньги на создание произведения искусства. Она говорила о своих картинах, о том, как долго она работала над ними и как мечтала о выставке. Ричард был ошеломлен. Он никогда не знал, что Эмма увлекается живописью, и тем более, что ее работы будут так успешны. Он увидел, как горят ее глаза, когда она говорит о своих картинах, и вдруг понял, что ее намерения были благими. Эмма объяснила, что она не хотела его беспокоить, пока не будет готова представить свои работы. Она планировала устроить выставку, на которую пригласит Ричарда, и надеялась, что он будет гордиться ее успехами. Когда Эмма заметила Ричарда, ее глаза расширились от удивления. Она быстро подошла к нему и, увидев его смятение, спросила, что он здесь делает. Ричард, все еще находясь под впечатлением, объяснил, что следил за ней, полагая, что у нее роман. Эмма вздохнула, ее лицо стало серьезным. Она рассказала ему, как долго мечтала заниматься живописью, но никогда не находила на это время из-за повседневной рутины и заботы о семье. Теперь, когда дети выросли и стали самостоятельными, она решила, что пришло время следовать своим мечтам. Ричард, почувствовав облегчение и радость, обнял свою жену. Он понял, что ее действия не были предательством, а скорее попыткой найти себя и реализовать свои амбиции. Они оба осознали, как важно быть открытыми друг с другом и делиться своими мечтами и переживаниями. Ричард пообещал, что впредь они будут честны друг с другом, а Эмма пообещала не скрывать свои увлечения. Вместе они вернулись в галерею, и Ричард с восхищением стал рассматривать картины, которые создала Эмма. Он увидел, как много любви и труда она вложила в каждую деталь. Это были не просто картины. Это были отражения ее души, ее переживаний и надежд. Ричард был впечатлен, и его сердце наполнилось гордостью за свою жену. С тех пор их отношения стали только крепче. Они начали вместе посещать художественные выставки, обсуждали творчество и вдохновляли друг друга. Эмма продолжала развивать свои навыки, и вскоре ее работы начали получать признание. Ричард всегда был рядом, поддерживая ее и подбадривая. Эта история стала не только уроком о доверии и честности, но и напоминанием о том,
как важно поддерживать друг друга в стремлении к мечтам. Эмма и Ричард поняли, что вместе они могут преодолеть любые трудности и создать еще более крепкую связь, полную любви и взаимопонимания. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.